Господа, здравствуйте! Сегодня монтируем принудительную вытяжку из каждой комнаты. Все воздуховоды канала собираются в котельную, и в котельную устанавливается такой вентиляционный коллектор. Сделан он из ОСБ, брусков деревянных, и изолирован минеральной ватой. И коллектор работает не только как компрессионная камера, но еще и как огромный глушитель, то есть он подавляет шум от вентилятора. Вентилятор будет подключаться через фильтр обязательно, потому что пыль, которая будет попадать из комнат, затягиваться, она может испортить вентилятор в будущем. Фильтрующий элемент – это обязательная часть. Система довольно простая, все собрано из стандартных комплектующих пластиковых вент-труб, которые можно в любом гипермаркете строительном купить. За кадром установили его сюда на место положенное, потому что он тяжелый получился, на килограмм 30, наверное, весом. Установлен вот очень просто на брусок. Вентилятор сюда присутуливаем к фильтру. Дальше за вентилятором пойдет глушитель и отверстие в стене, выход через стену. Еще моментик. На улицу тоже обязательно ставим шумоглушитель, потому что если его не поставить, на улице будет очень сильно шуметь. Минус вот этих стен из пирс-сэндвича, что они имеют очень слабую звукоизоляцию. Если будет шуметь на улице, будет шуметь, соответственно, и в доме. И все наши манипуляции с шумоизоляцией будут бессмысленны по большому счету. Коллектор я задумал разборным, чтобы обязательно был доступ в будущем для обслуживания, для чистки. И вот эта вся часть закрывается такой крышкой. Вот оно. С крышкой будет выглядеть вот так. Вентилятор Solar Palau, у него очень удобная система крепления. То есть вот этот кронштейн, он съемный. Вот такая конструкция. Две части. Разобрал. Сюда крутятся саморезы. Сам вентилятор снимается на уплотнениях. Вставляется сюда в кольцо. Промежуточный результат. Фильтр соединен через гофру. 90-й отвод. Еще гофры кусочек и пошел на вентилятор. Зачем гофра? Первое. У всех элементов 200-й диаметр. И чтобы их соединить друг с другом, нужен какой-то элемент чуть побольше, соединитель. В принципе, у меня есть эти элементы, но я когда делал испытания, проводил, если жестко соединять вентилятор с фильтром, с коллектором, чувствуется вибрация, которая передается на стены, и это слышно, это прямо слышно. Поэтому добавил виброразвязку, гибкие элементы, которые будут поглощать колебания от вентилятора. Ну, в целом с монтажом элементов все. Остается нам здесь пройти через стену, фасад вырезать доски, и решетку установить. Но это я показывал уже раньше. Сюда устанавливается вентилятор. Чуть выше здесь будет управление, переключатель, подвод питания. Все, проход вырезал. Подробно не снимал, потому что такая же ровная технология, как показывал в прошлом своем видео. Готово. Ну, вот так на выходе все это выглядит. Уровень шума, надеюсь, слышно будет. Не беззвучно, конечно. Но это котельная, у котельной будет дверь. И уровень шума на улице. Фоновый шум сильнее, чем воздух. Глушитель делает свое дело, на улице тоже выброс очень тихий получается.